Всем привет, ребятки! И сегодня снова эксперимент! И я тестирую колоды своих подписчиков. Ну вот сейчас будете смотреть, какой колодой я играю, будете узнавать свою колоду. И, внимание, Виола играет. В общем, бочка, которой я вообще не играю. Так, я сейчас буду отбиваю. Я сейчас буду исходить из ситуации, как только могу, поэтому не обессудьте, как говорится. Так, сейчас комбо постараюсь сделать. Ну, давай, лети, лети, лети. Да что такое? Я это комбо делать не умею. Вот я увидела колоду и только начала пробовать вот это делать. О, мой соплеменничек тоже пока не умеет делать это комбо. Но у меня, по крайней мере, ну, давай, 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 давай. Да! Я отбила ядерной молнией эту бомбу. И это есть класс. Но, конечно, мне сложно, я вам честно скажу, потому что для меня... Так. О, мне просто повезло, что как бы меня сейчас не разбили просто сразу. Потому что я вот сейчас смотрю на свою колоду и понимаю, что мне опять надо делать комбо. Так. Вот, и я опять промазала. Ну, в общем, я его еще толком не научилась делать. Липкая с этой зажигалкой. Ну, просто, вот видите, один раз у меня получилось, и то она не долетела в башню. Ну, что поделать, как говорится. Я же не могу колоду взять и сразу все комбо уметь. Ну, это невозможно, правильно, да? Так, ну что, тут получается бочка с птахами для атаки. Но мне не нравится что она летит медленно, это первое. Второе, вот, смотрите, раз, и нету твоей атаки, да? Ну все, капец мне, ну и что? И что делать? Да, куда ты летишь, не лети! И сейчас еще, ну, держу. То есть любая колода требует отработки, играть с ней, тактика, потому что можно собрать любой набор клонов и чё, и ничего, как говорится, через плечо. Так, подождите, а как, мне же еще прицелиться? О, давай! Угу! Бильярд прямо, вы видели, ребята? Вот это класс у меня получилось. О, у него тоже не получилось. Это комбо с липкой. Класс. Меня это радует. Ну, вот так, клещ, еще попасть. Это ж надо попасть, понимаешь? Ну, залето! Ай, блин, не прокатило. Ладно. Ну, давай. Не получилось у меня, ребята. Ну, вообще, комбо прикольно, когда липучка... О, ну мне даже удалось победить. Спасибо моему соклановцу за то, что он проявил терпение и выдержал мой вот такой бой. Сейчас я возьму другого. Сейчас он там мне запрос кидал. Вот он, милый курочка. Мой соклановец. Сейчас вот посмотрите. Еще один вариант. То есть у него уже другая колода, естественно. Сейчас буду смотреть, пробовать. Ну, то есть однозначно, конечно, когда там, например, большая скакушка прокачана, да, когда липкая прокачана. Ну, потому что мне сейчас выходить с этой колодой, да, которая у меня вообще не прокачана. Ну. Не долетел. Ой, у него еще гравитация. И все. То есть мне выходить в 1 на 1, когда у меня ни зажигалка, ни липкая, ничего не прокачано. Небольшая бомба-скакушка. При том, что атака получается бочка, да? О! Ну вот видите, оно у меня слиплось, но оно не долетело туда, куда надо, короче. Ну что поделать? Так, атака у меня получается большая бомба-скакушка, но с ней надо делать комбо. Либо с ядерной, либо с морозилкой, правильно? Либо делать комбо с... Так, клещ. Есть. Неужели я попала? Ну все, гравитация и все, и атака вся провалилась. Миссия невыполнима. И что? Ну вот что. Так, ну бумбот сейчас еще спасает, как вариант. Так, ну давай, бумбот, ну закинь. Да, выкинь ядерную. И бумбот, ну, кисловато получилось немного. Да, походу
я практически не могу ему нанести удар, потому что, видите, вот у меня комбо с большой скакушкой еще не получается. Вот, то есть это чисто на удачу. Так вдруг я как-то так кинула, и оно бах, и у меня все получилось. В таком случае повезло. Ну, давай! О! Я вышла из положения. Как вам такой вариант? Мне такой вариант больше нравится, правда? Так интереснее. Во-первых, траектории бомбы непонятно. Соперник не может предугадать, куда она полетит. Вот так интересно. Ну, потому что мне еще, ай, это собачница. Так, еще и бочка. Так, ну, походу, я сейчас вообще... У меня, видите, у меня не получается ни одна атака. Все мои атаки, вот сейчас бы залетела бомба, и было бы хорошо. Ну, там бочка, и все. И гравитация. Видите, как гравитация хорошо помогает. Вот реально, очень хорошо помогает. 1-1. Ой, так, еще, ну куда? Ну, надо ж прицелиться. Да нет, ну что за западло? Ну, почему я в собаку попала, а не в будку? Ну... Ну все, мне края, походу. 1-1. Ну что, ничья будет или нет? Так, и у него тоже бочка. Морозилка сдохла. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, у него сосулька еще. Ну и чем мне забивать? Ну все, он меня сейчас зафигачит. 18 осталось. Да все, ну. Смотрите, да? Вот реально. Спасибо моему соклановцу. То есть колода соу-соу. Получается, нужно отредактировать эти комбо и тогда идти в игру, тренироваться, учиться и прокачивать. Потому что где-то выиграешь, где-то проиграешь, ну, не факт. Так, а теперь смотрите, другая колода. Итак, ну, конечно же, тут трешаковые былинки. Но они уже в другой комбинации, да, понимаете? Есть жаба. Но и при этом есть паук, есть бомба, но при этом есть лесорубка, да? Чья колода, узнавайте, пишите в комментариях. Так, но тут я уже играю в 1 на 1 против клана Россия. Вот сейчас посмотрим, как... тоже лесорубка, видите? А это я играю против тоже девочка, что ли? Превия. 24 уровень, между прочим. И я со своими непрокачанными клонами по типу бандитки, лесорубки, да? Ну, лесорубка у меня немного вкачана, это радует. Так, ну, тут. Давай. Раз, и все, и нету. О, класс. Главное выпустить ядерную, когда бочка раскрылась. Тогда есть смысл. Так, ну бабка, отвали. Так, жаба пошла. Нюанс жабы, вот мне чем нравится паук, тем, что когда землетрясение, у паука больше шансов. Так, лесорубка, давай! У паука больше шансов. Смотрите, как лесорубка решает вопрос, классно. Отлично. Так, ну магма не дойдет, наверное, конец ему будет сейчас, да. То есть реально получается, что жаба, когда землетрясение, она прыгает, но ее вес не позволяет ей продвигаться к башне. А паук, видимо, довольно легкий, и поэтому он классно во время землетрясения залетает в башню. Ну, это тоже хорошо. Но когда есть и паук, и жаба, то сопернику, конечно, не сладко. Вот тут, видите, у нее тоже гравитация. Но вы знаете, гравитация очень хороша для битв 2 на 2. Потому что там толпа клонов, и там вообще гравитация очень хорошо решает. Вот то, что делает еще классная лесорубка. И тот прием, который я использовала с кузнечником постоянно. Я выкидывала вперед паучка одновременно с кузнецом. И кузнец своим... вот это класс! И кузнец своим молотом подкидывал паука, и он залетал в башню соперника. Так что берите, пользуйтесь. Тоже вариантик хороший. Так, стрелы. Видите, тут я даже свои огненные птенцы не брала. То есть вот все как вот в колоде подписчика. Все как полагается. Так, это, по-моему, кстати, колода Жени Шабана, да? Вот. Поэтому я вам скажу так. Ребята, я победила! Очень даже неплохая колода. В плане очень даже симпатичная.
У меня бы только вопрос по лесорубке бы возник. Взяла бы я вместо лесорубки кузнеца или бабку. Вот может быть. Хотя в таком варианте, если прокачанная, вот сейчас соберу награды, тоже очень хорошо. Берите себе на заметку, берите в игру, можете спокойно ее тренировать. Очень достойная колода. Так, ну давайте сейчас еще одну колоду смотрим. Так. Против моего соклановца поиграю. Тут уже, смотрите, тут уже и Бигфрост, и лесорубка, и рыцарь, и 3 бешеные собаки, которые я вообще не беру, чтобы дефать. Ну, а что делать? Но мне предлагали взять летучку, я взяла летучку на свое усмотрение. Я взяла маленькую, потому что колода и так довольно тяжелая. Вот, возможно, у хозяина колоды там бомбадрон летучка большой. Вот это я точно не знаю. Так, ну, собаки. Ту-ду. Да, отлично. Вот, но я взяла маленькую летучку, потому что мне надо было хоть чуть-чуть ману сократить, чтобы не было сильно тяжелой колоды, потому что когда оно долго наполняется, я вообще не могу играть. Так, рыцарь. Бигфрост и летучка пошла. Нет! О, отлично. И летучечка маленькая таки постепенно залетает и вот наносит этот урон. Так, ну, кстати, я играю с соклановцем, который как раз очень любитель играть колодами из былинок. Вот. Поэтому вот Ай! Ну, залетай! Ай, молодец какой, а! Заморозил, а я промазала по бомбе, надо было... Ну, давай, рыцарь, давай! Ну, лети, бомба! О, смотрите, рыцарь зашел, уже когда голый, уже, соответственно, и урон крутой. Ну, беги! Ай, нет, клещ мне не надо, клещ в мои планы не входила! Сейчас же он побежит прям по моей морозилке. Так, вот, супер. Видите, хорошо против рыцаря клещ. Хорошо против рыцаря морозилка. Кстати, огненные птенцы я тоже хорошо фигачу рыцаря, очень даже достойно. Вот, смотрите, как комбо с большой скакушкой он делает. И с ядерной, да? Вот большинство из вас вот очень хорошо умеют делать это комбо. Но отбить можно, как видите. А потом еще это смотрительница. Видите, у него почти все былинки, видите? Смотритель, жаба. Ай-яй-яй! Да, у него еще виолочка. Ну, виолочка, давай, мой Бигфрост. Давай, лупашь ее. О! Чтоб все электричество вылетело. Клеща потратил, маны нет, летучка летит. Красота! Отбить нечем. Вот комбо делает, видите? Оп! Ну вот в этом плане хорошо. Видите, собачки, они как бы очень даже неплохо работают. Мне нравится. О, так что я даже выиграю? 1-0? А ну-ка, да, рыцарь, давай, лупаш. Бигфрост, давай, молодец. Да! Так что, ребятки, чья колода молодцы, рекомендую. Тоже очень даже неплохо. Можно ее брать, она интересная. Видите, какая комбинация хорошая? Так, теперь смотрю колоду в 2 на 2. Ну, тут у меня уже виолка, жаба, морозилка. Так, вот сейчас буду пробовать, как в 2 на 2 вот такой колодой можно сыграть. Вот сейчас попробуем. Так, морозилка, давай тулим. Потому что в 2 на 2, я вам скажу, не каждая колода подойдет. Почему? Потому что в 2 на 2 в разы больше клонов, в разы больше толпы клонов. Какое-то хорошее комбо еще надо уметь сделать вовремя, потому что мешают эти все клоны делать это комбо. Тогда нужно брать гравитацию. Вот. И тогда можно освобождать себе путь. Так, ну. Так, подождите. Вот что мне запускать? Так, жаба, давай! О, ура, жаба проскочила. Виолка. Вторая виолка. Ай, таки бомба залетела. Так, виолка, давай, в двойном размере. 2 виолы, вы представляете, это ж круть какая. Это, наверное, весело, когда 2 виолы. Ну вот, теперь ни одной. И идет этот... Так, надо... Нет, не запускай ядерную, не запускай, его нельзя активировать. Все, хана нам. Все, он голый, он зайдет в башню, капец. Ай-яй-яй-яй-яй. Ребята, если идет рыцарь, вы знаете, что наверняка вы его не убьете.
Не трогайте его, пусть идет, это дитё несчастное, понимаете? Пусть заходит, махает своим вот этим детским мечом. О, так, бомба не залетела. О, зато другая бомба. Хорошо залетела. Класс. Так. Ай-яй-яй, там бомба наша большая. Нет, не получилось. В общем, не активируйте рыцаря, пусть лучше зайдет, он меньше урона нанесет, понимаете? А когда он уже будет кавалером без доспеха, все, хана, он нанесет нормально урона и, ну, очень сильно подкренит вам башню. Так, нет, куда летит? Куда? Ой, ребята, она совсем хилая ситуация, но идет две жабы. Так, интересно, чем распетляется. Так, ну, я точно фигово целюсь. Рыцарь идет, ну все, жопа. Не, ну в данной ситуации пускать его нельзя. Видите, кстати, Виолка его клево остановила. Тут уже нам вообще никого нельзя пускать, потому что башня уже на пределе. Фу, ну я вам скажу, эта колода, вот именно вот эта колода, в ней больше защиты, чем нападения. Ну, как по мне, да? Потому что бочка, это на везение, она не всегда... Ребята, мы проигрываем 2-1. Ай-яй-яй, вот чем нанести удар? Бомба летит! Да! 2010 уронов на последней секунде, ребята, на последней секунде. Вы представляете? Ну! Так, ну вот чем забивать? Ну, это капец. Ну, бум-ракета в этой толпе, ну, мне кажется, бестолковая. Если она не сильно еще и прокачана, то вообще бессмысленно. Боже, что там творится, ребята? Ну что, ничья будет? Ну, лети. Так, скакушки 2. 1. Какая залетит? Давай, запрыгивай туда. Взрывайся. О! Вот это класс! Слушайте, ну реально вытащили просто вот из ничего. Вытащили бой. Классно. Так, ну поставлю я другую какую-то башню, например, башню любви. Вот это классно. Я ее, кстати, давно не ставила. И давайте сейчас я сыграю в 1 на 1 на дороге. А вот этой колодой. Значит, бум-ракета, ядерная жаба, морозилка, бомба. Да, вот сейчас я посмотрю в 1 на 1, как оно сработает в реальном бою с Виолкой. Ну, тут реально больше защиты. Смотрите, вот я сейчас... Куда мой любимый прием? Нет, так не пойдет. Так не пойдет. Мне это не нравится. Не нравится. Так. Ну, бум-ракета. Ну, я ж не умею целиться особо нормально. Ну, вот смотрите, у меня это 3 часа сейчас займет. И что? И уже морозилка впереди, уже смысл там. Она слабая у меня, эта бум-ракета. Вот это я экспериментатор, ребята, вообще. Но эта колода, я вам скажу, она больше на защиту. Если берется ядерная, то я бы уже не брала Виолку. Либо, если я беру бы Виолку, то я бы уже не брала ядерную. То есть 2 электричества, это, как по мне, уже слишком. То есть я бы что-то взяла для атаки, потому что, получается, защищаться больше есть, чем атаковать. Ну, конечно, тот, кто играет, возможно, делает крутые комбо этой колодой, не спорю. И лучше меня играет бум-ракетой, тогда, конечно, этот вариант. Ну, посмотрим, как получится. Так, ну хотя бы вот я защититься могу. Ну, вот сейчас землетрясение, что я кину? Жабу недоделанную, она не допрыгнет. А ну, я еще и промазала. Вообще капец. Давайте я пока передам приветы. Пока вот это все происходит, я передаю привет Данилу из моего клана Украина Виолас, Аспиде, Жене Шабану, клану Зазеркалье и его главе Евгению, и даже какому-то там вдувателю. Ха-ха, вот это класс. О, смотрите, что он делает. Вообще, я передаю привет всем своим подписчикам. Я вас очень люблю. И спасибо вам большое. Вы мне все пишете. Я очень люблю читать все ваши комментарии. Поэтому прямо сейчас ставьте лайки и пишите комментарии. Не классно. Или досмотрите видео до конца и напишите аж по 3 или по 5 комментариев. Вот это классно. Разных. Так, ну что, ребята, 1-1. Ну, смотрите, но мне тяжело, вы видите? Мне тяжело нанести ему урон. Вот он выпускает ядерную, и хана моей атаки. Ну, то есть бочка это на удачу получается. Ну, реально. То есть оно не работает
наверняка. Да, понятно, что любую атаку можно отбить, но существует процент, да, вероятностей, как часто можно отбить такую или такую атаку, да. Ну, то есть, а получается, если ты бочку использовал, то тебе следующей своей атаки надо долго ждать, а за это время тебя просто нафиг разнесут все в башню. И все. Так, а я не поняла, а чего, что? Ну, что происходит? Ну, почему? Вот, смотрите, вот чем мне... Вот я этими стрелами пытаюсь нанести атаку. То есть мне надо толкать виолкой эту бомбу, чтобы она ее дотащила до этого. Потому что в моем наборе... Так куда ты летишь? Куда ты летишь, паук? Все, слава богу. То есть я могу в большем случае защищаться. Жаба тяжелая тоже, пока дойдет хана. То есть я рекомендую эту колоду еще как-то вот подредактировать немножечко. Можно. Она классная. Классная в плане того, что защиты достаточно. Вот это круто, да. То есть получается тебе забить очень сложно сопернику, потому что у тебя куча защиты. У тебя стрелы, у тебя ядерная, у тебя виолка. Так, нет, не пойдет. Я тебе не разрешу занести ко мне в башню паука. Так не пойдет. Все, оттолкнула. Ура! Что? Ничья, ребята! Вот так я сыграла вашими колодами. Не все, конечно, простите, извините, все не смогла. В следующий раз и что-нибудь придумаю, еще чьими-то сыграю. А вам я желаю побед, и мы скоро увидимся. Пока-пока.